Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями, что происходит в Армении и Азербайджане. Сегодня я на своем канале выпустил ролик, где Ильхам Алиев и Пашинян объединяют усилия по устранению Варданяна. И вот, понимаете, такая ситуация складывается, сейчас покажу в Карабахе, что Варданян решил нанести ответный удар по Ильхаму Алиеву. И таким интересным образом, сейчас объясню, в чем дело. Рубен Варданян призвал ввести персональные санкции против руководителей Азербайджана и членов их семей. В общем, Варданян решил нанести удар, чтобы страны, где Ильхам Алиев хранит свои запасы, то есть миллионы долларов, они были заблокированы. И члены его семьи, тоже кто имеет там эти счета, тоже были заблокированы. В общем, решил нанести жестокий ответный удар по семейному благополучию Ильхама Алиева, и его родственников. Госминистр Карабаха Рубен Варданян призвал Россию, Европу, США ввести персональные санкции против руководителей Азербайджана, и плюс еще руководителей Министерства иностранных дел и других ведомств из-за блокировки Лачинского коридора, который соединяет Карабах с Арменией. И Россия, и Европа, и Америка должны выступить вместе с заявлением о том, что эта блокировка коридора – неприемлемый метод давления на людей, проживающих на собственных землях, как считает Варданян, и заставлять в условиях зимы жить в таких условиях. Есть много механизмов давления на руководителей Республики Азербайджан, введение личных персональных санкций. В общем, Варданян хочет, чтобы главное, чтобы ввели личные санкции против Ильхама Алиева. Для него это самое важное. Так, личных санкций и для семей, руководителей республики тоже, для людей, которые принимают такие решения и осуществляют такие действия. Есть возможности, в том числе отказа от проведения мероприятий в этой республике, заявил Варданян. По его словам, и у Запада, и у России, и Америки есть большое количество вопросов к тому, насколько авторитарный режим, который управляет Азербайджаном, вообще имеет право быть допущен в цивилизованный формат международных общений. Видите, он уже намекает, что, мол, Ильхам Алиев такой руководитель, что с ним уже американцы, там страны Запада, типа, пускай перервут эти все связи, все отношения. И вот он что еще пишет, что Варданян добавил, что из-за блокировки Лачинского коридора в Карабахе сложилась очень сложная, тяжелая гуманитарная обстановка. Жители региона вынуждены жить без топлива, продовольствия и связи. Сейчас зима, достаточно холодная. 33 дня уже блокады, и нет не только продовольствия, медикаментов, горючего, но и в принципе остановилась вся экономика. Но я говорю, по чуть-чуть все будет останавливаться. Все-таки есть, блокировка есть, понимаете, что-то не хватает, что-то снабжения, что-то работы теряет кто-то, в общем, продукты кончаются, да. Я говорю, там зимой не весело, я говорю, карабахским армянам. У очень большинства количества людей разделенные семьи. Часть осталась в Армении, часть осталась в Карабахе. К сожалению, ситуация не улучшается. Несколько дней назад отрубили практически везде интернет. Я вам говорил, интернет отрубили уже все. За исключением нескольких правительственных зданий и небольшого количества еще мест. Население принимает с большой стойкостью этот вызов и выдерживает эту блокаду достаточно достойно, отметил госминистр. Я говорю, все, спокойная жизнь у Варданяна кончилась, все отрубили, видите, он уже нервничает и решил как бы наказать Ильхама Алиева, чтобы, мол, помогите Варданяну и послушайте меня и введите персональные санкции. Мол, заблокируйте счета в иностранных банках. В основном, конечно, они где-нибудь в Америке, у Ильхама Алиева, в Европе эти деньги. В общем, помогите, этим вы нам очень поможете, типа армянам. В общем, вот такая ситуация складывается. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.